Здравствуйте, люди добрые. Говорят, нельзя говорить о счастье, нельзя счастьем своим делиться, что кто-то может сглазить. Но я хочу поделиться со всеми, рассказать вам о двух очень дорогих для меня мужчинах. Это оба они доктора, интимные. Один гинеколог, онколог, а другой стоматолог. История, о которой я рассказать хочу, началась в 2020 году. В июле я стала себя плохо чувствовать, в июле месяце. Начал расти живот. Мы на карантине были, мне показалось, что я толстею, полнею. А это стало немножко все хуже, хуже. В августе уже стала ходить по врачам, по всем. Поставили асцит. И в октябре, 3 октября, мне поставили диагноз. 4-я стадия. Асцит полости живота, обширные метастазы, неоперабельно. Ну, для меня это, конечно, стало шоком. И потом, там после некоторых мы обращались в разные места, но в конце концов нам дорога, судьба свела с шикарным человеком, золото, не сердце у него, Дмитрий Валерьевич Хигай. И вот он стал меня курировать. Я к нему пришла с тем, что сколько мне осталось жить, потому что на тот момент у меня было 40 килограммов веса. Я за 2 недели потеряла 28 килограммов, пока меня лечили, не знаю от чего. И вот меня привели, и он мне сказал: давайте договоримся, если вы будете делать то, что я вам говорю, то вы будете долго жить. И вот у меня начался 3 месяца курс таблеточной химиотерапии. Периодически, каждые 10 дней, 20 дней я сдавала анализы, онкомаркеры. И в конце концов, в январе он предложил операцию и прооперировал меня в 2021 году в январе. Потом я стала принимать такую химиотерапию. Потом это ковид. Во время между химиями я поймала где-то ковид и провела 2 недели. Страшной формы был ковид, тяжелой формы, но Всевышний как-то взял меня под свое крыло и помог вылезти оттуда. И я дальше продолжила химию. Ну, всего он мне сделал 3 полостные операции, эндоскопии. Там это все как бы это все шло. Сейчас смешно сказать, но вы знаете, я всегда придерживалась правильного питания. Не настолько правильное не в том, что отказывать себе во всем. У меня было только 3. Вот это соль, сахар, героин, белая смерть. Вот я ни перееданий не делала, и у меня был режим. Ну, конечно, не совсем святая, были отклонения от нормы. Было время, когда и курила я, было время там выпивать в компании, чуть-чуть, иногда. Меня вообще никогда не влекло там спиртное, что-то. У меня норма была 100 грамм водки или бокал шампанского, или бутылка пива. Так что я не святая, я не скажу, что я святая. Но я последние годы где-то ходила больше 10 лет до карантина. 2 раза в неделю в бассейн ходила. Кроме этого, за этот же период я занималась, для себя взяла, сделала 5 тибетцев. Дыхательная гимнастика. Я что-то там для себя сделала. И вот так вот
занималась этим сама по себе. Это мне удобно. Потом, как это, заповеди: не убей, не укради, не убей даже словом. Это, чтобы кого-то проклянуть, нет. Мне когда-то, в 91 году, одна бабушка уралка сказала: на слово «дурак» говори: а всего тебе хорошего. И это как бы блок поставишь. И вот такими правилами какими-то я жила. И думаю, вот это все мне помогло. Помимо лечения, помимо это как на Бога надейся и сам не плашай. Помимо всех лечений, помимо всего, у меня просто самое было страшное, чтобы не лежать, чтобы не быть никому обузой. Потому что у меня дочь единственная, внук один пока, и поэтому я не хотела никому быть обузой. Ну, в общем, выкарабкалась я. И вот к чему вся история. Я хочу, чтобы поделиться, что есть у нас такой замечательный человек. Дмитрий Валерьевич Чигай. Он работает у нас в онкологии. Он заведующий директора. Там какая-то его такая должность. Второй после директора. Замечательный человек. Ну, еще что сказать. Он у нас довольно-таки недавно работает, по-моему, с 2018 года. Сама больница, атмосфера этой больницы, там я каких людей увидела, это ужас. Вы знаете, я вот последние 29 лет, пока работала в университете, я одного дня не была на больничном. А это 17 месяцев на больничном. В больнице в этой лежала. Какие люди больные, тяжелые. Вот это мы же больные. Любой человек больной. Понорица, и то человек беззащитный при понорице. И вот огромную благодарность хочу выразить, кроме своего доктора-красавчика, всему персоналу. Это такой коллектив, вот душевный, от нянечки до главного врача. Это значит, сам директор, он такой хороший, что собрал такой коллектив. Они поддерживают больных, помогают выбираться из всех этих наших злоключений. От этого никто не застрахован. Если бы мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, что со мной такое будет, потому что я берегла свое здоровье. И вот благодарность огромная всему коллективу нашей онкологии. И все равно Валерьевичу отдельной благодарность от всей моей семьи. Второй мой персонаж – это доктор-стоматолог Улугбек Ака Бахриев. Он живет не в Кызылорде, он живет в Узбекистане, в Ташкенте. С ним меня судьба свела, ну как на заре туманной юности, 18 лет назад мы посчитали. Я ездила раньше в Ташкент, и как-то получилось с резкой этой зубной болью. Меня мой знакомый отвел к нему. Он мне вылечил зуб, дал некоторые рекомендации. Я ими и делилась уже, там, по поводу десен. Ну, это все ерунда. У меня самое главное другое. И с ним прошли мы все этапы жизненного пути. Пломбы, удаление зубов, протезирование, мосты, керамика, имплантация. Ну, когда мне стали делать химиотерапию в 2021 году, у меня произошло отторжение некоторых имплантов. Потом у меня расшатались зубы, их пришлось удалить. Потом лечение, ничего нельзя.
Ну вот я когда в 23-м году, а в 21-м первую ПЭД прошла, это в 23-м году второй я прошла. И мне, когда показали, что все, результаты вроде нормальные, меня на третью группу это перевели инвалидности. И Валерич разрешил протезирование. И вот я ездила. И вот у меня зубки появились. Перед Новым годом подарочек себе сделала. Зубки появились. И за это огромная благодарность Улугбек Ака. Его отношение, его терпение, несмотря на мой диагноз. Химиотерапия разрушила организм, у меня какой-то сбой пошел, у меня сахар, ну, вторая стадия, но все равно. Но он взялся за меня и вот проимплантировал, поставил зубки, и теперь я могу грызть и огурчик, и сухарик. Вот. Потому что без зубов это не жизнь. Вот видите, я такая красивая, могу уже себя показывать людям, не стыдясь себя. Мне и так за себя не стыдно, просто я стеснялась, не хотела, чтобы ко мне было неприятное. Ну, все равно, когда человек без зубов, он без зубов. И многие изменения произошли в организме даже вот за вот эти 3 месяца почти зубами. Нарушился пищевой процесс, потому что вот это все протертое, проблендеренное, это все не еда. То, что жуешь своими зубками, это свое. Ну и в заключение, любите себя, берегите себя. Мы нужны только себе, другим мы нужны только здоровые. И это мы должны приносить пользу. Польза в чем состоит? Чтобы не обременять близких, не обременять других. Ну, мне помогли выкарабкаться, встать, остаться на плаву жизни. У меня планы хорошие, что будет все еще лучше, что на этом не нужно останавливаться. И вот моя благодарность 2 мужчинам. Дмитрий Валерьевич Хигай, гинеколог-онколог Кызылординской областной онкологии, и Бахриев Улугбек, стоматолог города Ташкента. Он кандидат, он еще 18 лет назад был кандидат медицинских наук. Сейчас он готовится к защите докторской диссертации. Вот так. Всего всем самого-самого хорошего. Не останавливайтесь на сегодня. Все лучшее впереди.